Всем привет! Это канал 1С Заметки программиста. Сегодня мы создадим хранилище конфигурации и подключим к этому хранилищу несколько пользователей. Запускаем конфигуратор. У меня установлена учебная версия бухгалтерии предприятия. Я заранее создал 3 пользователя с полными правами. Для создания хранилища заходим в конфигурация, хранилище конфигурации, создать хранилище. У меня ранее был создан каталог на рабочем столе, называется он хранилище. Выбираем его. По умолчанию создается пользователь-администратор. Не путать с пользователем-администратор, который применяется для работы с базой данных. Это пользователь именно для работы с хранилищем конфигурации. Происходит создание хранилища. Хранилище конфигурации может создаваться достаточно продолжительное количество времени, поэтому я несколько ускорил видео. После создания хранилища нам предлагают сразу к нему подключить пользователя-администратора. Нажимаем «Да». Все наше хранилище создано, пользователь информационной базы администратор связан с пользователем хранилища администратор. Добавим еще несколько пользователей хранилища конфигурации. Заходим. Конфигурация, хранилище конфигурации, администрирование хранилища. Добавляем еще несколько пользователей. Можно в данном случае оставить без пароля. Теперь попробуем подключить к хранилищу еще одного пользователя. Теперь закрываем конфигуратор. Так как каждый пользователь информационной базы будет работать со своего компьютера, соответственно, он будет работать со своей копией информационной базы. Чтобы подключить еще 2 пользователей к хранилищу конфигурации, добавим еще 2 базы. У меня они уже созданы, аналогичные базы. Назовем B1. Эти информационные базы тоже содержат учебную версию бухгалтерии предприятия. Теперь заходим в конфигуратор информационной базы B1. Под пользователем программист 1. Чтобы подключиться к хранилищу, заходим в конфигурацию, хранилище конфигурации, подключиться к хранилищу. При подключении к хранилищу наша текущая конфигурация будет заменена той конфигурацией, которая есть в хранилище. Хранилище. Здесь указываем пользователя программист 1. Без пароля. Подключение к хранилищу пользователя программист 1 завершено.
Так как у нас была подтянута конфигурация из хранилища, соответственно, нам предлагают обновить конфигурацию. Обновление. Так, с пользователем 1 закончили. Теперь подключим к хранилищу пользователя программист номер 2. Его база B2. Запускаем конфигуратор. Выбираем пользователя программист 2. Подключаем к хранилищу. И пользователя хранилища конфигурации выбираем программист 2. Включение конфигурации пользователя программист номер 2. Хранилище завершено. И также обновляем конфигурацию. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы под пользователем информационной базы администратор попробуем подключиться к хранилищу конфигурации под каким-нибудь из программистов. 1С нам сразу предлагает подключиться к хранилищу, но укажем другого пользователя. ADS нам выдает ошибку, что пользователь существующей связи отличается от текущего. То есть у нас пользователь информационной базы связан с пользователем хранилища конфигурации. Укажем администратор. Все, успешно подключились к хранилищу. Так как пользователи будут работать каждый со своей конфигурацией, каждый на своем компьютере, то на каталог с хранилищем необходимо настроить доступ и дать определенные права. На сегодня все. Всем спасибо, удачи!